Привет, физкультурники! Ну что, сегодня мы продолжаем с вами разбирать видео про пистоль или приседания на одной ноге. В прошлом видео мы с вами рассмотрели немного о том, как укреплять больше именно с упражнениями, которые будут укреплять больше ноги не вместе, как в обычных приседаниях, да, а чуть-чуть по отдельности. Поэтому, если вы не смотрели, обязательно загляните, посмотрите, прежде чем приступать к просмотру этого видео. Окей, ну и прежде чем мы начнем, как всегда, друзья, я Гоша, тренер, занимаюсь сам кроссфитом и всем, что с этим связано. Если вы, друзья, в этом заинтересованы, то обязательно присоединяйтесь к нам. Как всегда, лайк, подписка приветствуются, мне приятно, вам не сложно, а YouTube полезно для продвижения моих видео, народ. Ну что, друзья, погнали! Итак, друзья, что же мы будем сегодня с вами изучать? Первое, я должен обязательно сказать, и важно, друзья, растяжка, мобильность в этом упражнении очень важна. Поэтому, если у вас она достаточно слабая и хромает, обязательно заморочьтесь и начните ее развивать, потому что с ней вам будет намного легче и проще делать пистоли. Это первое. Второе. Как я раньше говорил, пистоль для меня не сильно функциональное движение, хотя его и вставил в видео по функциональным движениям, но в кроссфите это движение очень важно, потому что его используют на соревнованиях, и его тренируют, и его доделают. Поэтому, друзья, если вы кроссфитер и вам оно важно, это упражнение, то делайте его, обязательно тренируйте и развивайтесь, и делайте мобильность и растяжку как положено, для того, чтобы это движение у вас шло легко и просто. Теперь, и с чего мы начнем? Сегодня у нас будет несколько таких упражнений подводных к кроссфиту, да, к пистолю. Итак, первое, что мы сегодня рассмотрим, это бокс. Все упражнения у нас будут на боксе. Итак, первое мы будем делать сквот-бокс только на одной ноге. Все то же самое, как мы с вами делали раньше. Если вы видели мои видео, если нет, обязательно посмотрите. В приседаниях начинаем с ящика. Ящик берем высоты, которые нам удобны, с которой мы можем работать. Что мы здесь делаем, друзья? Делаем самая простая вещь. Мы встали возле ящика, подняли ногу, окей, аккуратно, медленно, спокойно сели, перевели вес чуть-чуть вперед, оттолкнулись ногой, встали. Окей, обязательно мы делаем это медленно, используя мышцы ног, чтобы они работали и напрягались. Мы не делаем вот этих вот вещей. Упали, качнулись, встали. Потому что если вы будете так делать, ни о какой работе укрепления мышц даже не может быть и речи. То есть это просто вы просто вышли ерундой пострадать. Поэтому обязательно, друзья, подняли ногу, стоим, спокойно сели, перевели чуть-чуть вес вперед, оттолкнулись, встали. Окей, это обязательное выполнение. Дальше. Если вы видите, что у вас на определенную, например, вот на такую высоту идет все хорошо, легко, свободно, что мы делаем правильно? Опускаем чуть ниже, опустили ниже и продолжаем дальше его нарабатывать. Подняли ногу, да, спокойно сели, перевели вес, спокойно встали. И так вы можете опускать высоту вашего ящика практически там сантиметров до 30 вниз. То есть в конце даже вы можете использовать волбол, потому что он такой еще и более мягкий. Если вы на него садитесь, он продавливается. И это, кстати, очень хорошо даже помогает в том смысле, что вам надо удержать равновесие и не упасть, если вы на него сели, или просто постараться его коснуться и встать, то есть это тоже может помочь. Поэтому, друзья, опускаем ящик до того, постепенно до того, даже не ящик, а просто высоту, да, до того уровня, на котором вы чувствуете себя спокойно, уверенно. И после него уже можно начинать, по большому счету, пытаться, если вы дошли, так скажем, там, до самого низа или приседаете уже на волбол, то вы можете уже, по большому счету, пытаться приседать и без него, без подставки, без ящика, без волбола, уже на сам пистоль, на его отработку. Окей? Очень хорошее, качественное, классное упражнение. И еще, смотрите, друзья, если у кого-то действительно сильно хромает мобильность или растяжка, для того, чтобы стало легче, можно использовать еще две вещи. Но о них, друзья, я расскажу вам чуть-чуть попозже. Итак, это у нас первое упражнение. Второе упражнение, которое мы будем использовать, это уже больше, если тут мы садились на ящик, то есть у нас есть помощь, мы садимся на ящик, да, то есть мы не боимся, потому что у нас сзади есть ящик и максимум, сели и все. Второе упражнение, которое мы будем с вами использовать, это уже стоя на самом ящике. То есть мы встали на ящик, поднялись. Честно сказать, даже не знаю, ли у меня сейчас получится, потому что я еще и холодный. И секунду, я хочу как-то поставить его так удобнее. Ящик. Встали на ящик, да, держим. Наша цель здесь
Только используя ногу. Аккуратно, медленно, спокойно опускаемся вниз, касаемся пола. Стараться не падать, а опуститься вниз. Коснулись, теперь используя эту ногу, мы практически, мы сели уже в параллель, достаточно низко. Отсюда без толчка ногой от пола, можем даже стоять на пятке для того, чтобы не было желания толкнуться носком, мы поднимаемся вверх. Окей? Сделали одну сторону. Кстати, я еще взял ящик достаточно низкий. Вы смотрите, если вы возьмете слишком высокий ящик, вы можете ногой не достать до пола или сядете слишком низко, и тогда будет еще сложнее встать. Поэтому очень хорошо подберите высоту. Вторая нога пошла, да, опускаемся, 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 коснулись пола, окей, напрягли, встали на пяточку и встаем ногой. Это второе упражнение. Сразу хочу сказать, друзья, вам не обязательно делать вначале вот присед на ящик, потом это. Вы можете поприседать на ящик с одной ногой, когда доходите достаточно до низкой какой-то высоты, но еще недостаточно низко, вы уже можете включать вот такие упражнения. Они вам помогут быстрее сесть вниз и укрепить ваши ноги в пистоле, и поэтому уже можно, в общем-то, будет их делать параллельно. Весь прикол вот в приседании на ящик — это для того, чтобы вы почувствовали, насколько низко вы можете сесть, чтобы вы чувствовали себя уверенно, что вы не падаете. Вы понимаете, да, что в какой-то момент вы не просто, вот как я сказал, на волбол, если вы будете уже садиться на сам волбол, то есть вы должны не просто на него сесть и сидеть, нет, вы должны постараться коснуться его и встать обратно, то есть уже полностью используя как почти полноприводный, почти полный присед, используя только одну ногу. Окей, вот в этом вам волбол будет и ящики помогать, что вы были уверены, что если вдруг вы потеряли равновесие или что, и чуть-чуть упали назад, то вы просто сядете на что-то. Но, как я сказал, при определенной высоте, скажем, если вы уже почти дошли до параллели с ящиком, можете начинать делать и второе упражнение, оно вам будет помогать. И вот что я хочу еще уточнить немножко, это что важно. Вы когда опускаетесь вниз, да, вы опускаетесь, вы становитесь на пол. Держите носок вверх, стоите на пятке. То есть в этом упражнении весь прикол в том, что вы, опять же, вот как ящик, только на ящик вы можете сесть, а тут, если вдруг вы упали, вы просто встали на ногу, да? Страховка. Поэтому очень хорошо это использовать. Это второе упражнение. И третье упражнение — это практически же полный пистоль. Честно сказать, я даже не уверен, что у меня сейчас получится, потому что я очень давно его не делал и не знаю, как пойдет, но я попробую. Итак, мы уже должны стараться делать пистоль как надо с поднятой ногой вверх. То есть мы встали, да, поднимаем ногу, опускаемся в пистоль, удерживаем, сели, встали. Вот, видите, плохо держится равновесие, потому что давно не делал и тяжело. То есть, а левая еще у меня и мобильность чуть хуже. То есть мы опускаемся, мы должны поднять ногу вверх, друзья, стараться, чтобы она не опустилась ниже параллели ящика. Опускаемся, 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 докуда можем и встаем обратно. Окей, то есть вот таким образом мы можем тренировать. Вопрос, почему мы это делаем на ящике, а не на полу? Объясню. Потому что если даже вы сейчас, вот, например, вы опускаетесь, но вам тяжело держать ногу достаточно высоко. То есть вы опустились, максимум, скажем, нога чуть-чуть перешла здесь границу, но она все равно достаточно высоко, она не совсем выпрямлена. То есть, когда мы делаем с ровной ногой, мы держим тело ровно. Когда мы начинаем уже делать пистоль на одной ноге полностью, да, мы уходим тазом чуть назад, мы приседаемся, и вот если плохая растяжка, нога опускается вниз. И если она вот тут вот чуть-чуть прошла параллель, не страшно, она все равно не прямая, то есть вы все равно удержите, у вас есть расстояние удержать. И поэтому это упражнение мы делаем как тоже подводное перед самим пистолем на полу, мы делаем на ящике. Просто для удобства и для того, чтобы потренироваться. Теперь, вот вам 3 упражнения, которые будут вам вот так вот достаточно для того, чтобы научиться делать пистоли. Есть еще куча разных упражнений. Можно начинать садиться на одну ногу, за что-то придерживаясь, но я в него верю меньше. Скажу даже почему, потому что хотите вы того или не хотите вы того, вы автоматически будете хоть чуть-чуть, но рукой подтягивать себя и помогать. Когда вы это будете делать, вы будете переносить нагрузку больше на руку, чем на ногу. Поэтому я честно скажу, я бы это не сильно использовал. Может быть, только в самом-самом начале, но тоже не очень. Поэтому этих 3 упражнения должно схватить с головой для того, чтобы отработать, если вы вот в это упретесь, отработать хорошо пистоль и начать приседать. И то, что я хотел вам сказать раньше. Небольшая помощь для тех, у кого, как и у меня, например, хромает мобильность, да, или растяжка.
И тут как ни крути, а сколько ни растягивайся, ну, к сожалению, нету времени нормально порастягиваться там, да, и упереться в это и растягиваться там по 3-4 раза в неделю. Нету. Получается, сколько получается, и выходит то, что выходит. Не оправдываюсь, но как есть. И поэтому мне, например, для того, чтобы вначале сесть пистоль, у меня была проблема в чем? Я когда садился, у меня просто перекатывался назад, потому что не мог удержать достаточно вес тела впереди и падал. Что я для этого делал, друзья? Есть два способа. Первый. Итак, друзья, первый. Это подкладываем блин под пятку. Когда мы подкладываем блин под пятку, у нас, естественно, вы знаете, да, это то же самое, как с обычным приседом. То есть мы подняли, поставили ногу на это, да, присели, встали, окей, то есть идет. Это очень хорошо помогает. Видите, даже сейчас на холодное, в общем-то, у меня получается хоть и сложновато, но чуть-чуть присесть только потому, что пятка достаточно высоко, и я могу это сделать. Это первый вариант. Но я на самом деле его использовал меньше. Я нашел другой вариант. Вариант номер 2. А вариант номер 2, друзья, это наши любимые гири. Куда мы без них? Итак, я тогда тренировался, я, по-моему, даже тренировался дома с этим упражнением. У меня были гири 16 килограмм, но у меня не было блинов, у меня не было на что подставить под ногу. Поэтому я в этом упражнении использовал гири. То есть, с одной стороны, это плюс 16 килограмм, что это хорошо, да, это укрепляет наши мышцы, заставляет работать их сильнее. Вот. Но это именно не было проблемой. То есть, в общем-то, плюс 16 килограмм, это не была моя проблема. А то, что мне помогало, это то, чтобы не падать назад из-за того, что у меня была плохая мобильность, да, я это делал с гирей. То есть, честно сказать, даже сейчас не знаю, ли у меня это получится, но тогда получалось. То есть, ты садишься с гирей, отводишь руки чуть-чуть вперед, и она как бы удерживает вас впереди и помогает встать. Да, то есть, мы держим гирю на плече, сели, оп, вот видите, сейчас упал. Вот, она перевесивает нас вперед, и мы с ней можем встать. Ну, сейчас на холодное, честно сказать, очень тяжело это делать. В следующий раз обещаю, постараюсь размяться перед этим. Сейчас я еще попробую еще разок, потому что все-таки хочется, чтобы нормально получилось ради вас. Итак, мы держим гирю, окей, мы садимся. Сели, чуть-чуть руки вперед и встали. Окей, то есть гиря, перевес вперед, не дает нам упасть просто назад. Вот, то есть как вариант, можете использовать ее. Конечно, можете не брать, если я думаю, что если бы я взял поменьше, было бы полегче, но хрен с ним. То есть как вариант вы можете это, друзья, использовать. Очень классная и полезная штука. Ну что, друзья, надеюсь, вам было это полезно. Надеюсь, вы обязательно это используете, попробуйте, будете пытаться с этим как-то играться для того, чтобы улучшить свой пистоль или научиться делать его с нуля. Если вдруг что-то было непонятно, друзья, или вы знаете какие-то очень интересные способы другие, обязательно напишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну и, как и сказал, если что-то было непонятно или что-то нужно еще раз объяснить, также все в комментариях, я обязательно вам на все отвечу. Ну, на этом, друзья, будем прощаться. Как всегда, не забываем лайк, подписка, да, пожалуйста, важно, нужно. И на этом все. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.